Майкл Хейвард стоял в дверях спальни, протягивая своей жене платье размера 18, намеренно на 4 размера больше, чем носила Анна. Он наблюдал, как ее лицо бледнело, как пальцы дрожали, принимая подарок, и улыбался. Он всегда улыбался, когда напоминал ей о том, в чем не так. Годы спустя, уже сидя в инвалидной коляске после аварии, набрав почти 70 фунтов от неподвижности и лекарств, Майкл смотрел, как Анна спокойно собирает вещи. Скорее всего, впервые в жизни он понял: карма не торопится, но всегда приходит вовремя. Все началось после рождения их 3-го ребенка, Эммы. Анна поправилась, естественно, для женщины, которая ночами не спит, кормит ребенка и живет в режиме выживания. Но Майкл сделал это ее виной. Сначала мелкие замечания. Может, без десерта? Джинсы сидят плотновато. Потом публичные остроты, которые резали глубже любого ножа. На барбекю среди друзей он громко сказал: «Анна сегодня ест за 2». На корпоративе заявил: если она увеличится еще на размер, придется поменять на новую модель. Он превращал ее тело в повод для контроля. Пока она чувствовала себя недостаточной, она не уходила бы. И все же она продолжала любить его, даже когда он сам уже разучился любить кого-либо. А потом случилось падение с лесов на стройке. Повреждение позвоночника. Прогноз: ходить он больше не сможет. Анна проводила дни и ночи у его кровати, мыла, кормила, поднимала дух, перестраивала дом, договаривалась с врачами. И все это одна с 3 детьми. Но Майкл не смягчился. «Ты привыкла носить лишний вес, вот и катай меня», — бросил он однажды. Или «теперь мы оба себя запустили». Лекарства и неподвижность быстро изменили его тело. Лицо округлилось, живот вырос, он тяжело дышал. Однажды Анна подала ему рубашку XXL. Он вспыхнул. «Ты издеваешься?» Она спокойно ответила: «Это единственное, что подходит, Майкл. И я сама это покупала». Впервые он не нашел, что сказать. Слом произошел в день их 12-й годовщины. После того, как дети легли спать, Анна села напротив него. «Я ухожу. Документы поданы. Мы переезжаем». Он цеплялся за последнее. «Ты не можешь оставить меня. Я инвалид». «Могу. И делаю это», — ответила она тихо. Она сказала без крика, но каждое слово было ударом. «Ты унижал меня годами. Учился причинять боль так же легко, как дышать. Наш сын назвал сестру Толстой, потому что услышал это от тебя. Ты сломал меня, Майкл. Но я больше не останусь там, где меня не видят». Он попытался обвинить ее в неблагодарности, и она только покачала головой. «Ты никогда не любил меня. Ты любил ощущение власти». И ушла, просто закрыла дверь. Только тогда Майкл ощутил полноту тишины, ту, которая давит сильнее любого веса. Через полгода он увидел Анну на выпускном их сына Джейдена. Она сильно изменилась, не потому, что кто-то ее давил, а потому что страх и унижение ушли из ее жизни. Она смеялась свободно, моложе, чем за последние 10 лет, и держала за руку мужчину, который смотрел на нее с теплом, а не с оценкой. А Майкл сидел в своей коляске, запертый в собственном теле и в собственных ошибках, и впервые понял самое тяжелое.